Всем привет! В последнее время многие корейские СМИ и несколько крупных журналов, таких как Esquire Korea и Y Magazine, сообщают об особых моментах, которые Тэхён и Чингук провели в полете. Недавно они выложили видео, где они вдвоем в самолете, и несколько ранее не публиковавшихся фотографий, которые привлекли много внимания. Однако самым удивительным были сопроводительные сообщения. «Наблюдаю за вашим захватывающим путешествием с друзьями из самолета, и также напряжение достигает пика, когда вы летите с другом». Хотя они называют себя друзьями, те, кто хорошо знает их отношения, легко поймут, что их связь выходит далеко за рамки простой дружбы. Слова, выбранные в подписях, демонстрируют особую привязанность и связь между ними. Более того, они напрямую отметили Тэхёна и Чингука в посте, чего они не всегда делают с другими. Это показывает, что даже известные сайты понимают то, во что многие давно верили: Тэхён и Чингук не просто участники группы или друзья, их связывают близкие и глубокие отношения, наполненные моментами, которые ясно демонстрируют, как сильно они заботятся друг о друге и понимают друг друга. Примечательно, что эту тему освещали не только Esquire Korea и Y Magazine. Другие корейские СМИ также прокомментировали ситуацию, отметив, насколько особенным был момент в самолете и насколько очевидной была искренняя связь между ними. Со временем многие фанаты пытались преуменьшить или даже полностью отмахнуться от отношений Тэхёна и Чингука, предпочитая сосредотачиваться на других идеях или мнимой близости, которая на самом деле была беспочвенной. Некоторые даже продолжали верить в реальность некоторых отношений между другими участниками, хотя на самом деле они были просто выдумкой в рамках маркетинговой стратегии или фан-сервиса. Примером этого стало заявление о том, что после службы в армии Чингук будет проводить больше времени с Чимином, что оказалось не так, как многие думали. Чингук действительно некоторое время путешествовал с Чимином, но это было частью контракта и промоушена, связанного с определенными проектами. Это не было чем-то спонтанным или естественным, как моменты, которые он разделил с Тэхёном. На самом деле, после того, как Чингук закончил сниматься в новом сезоне своего сериала «Ты уверен?», у него было больше свободы, чтобы показать себя таким, какой он есть, без необходимости соответствовать определенному образу, и именно это мы сейчас наблюдаем. Чингук и Тэхён проводят больше времени вместе, разделяя настоящие моменты без официальных камер, без персонала, без необходимости скрывать свои чувства. Такие моменты, как видео, которое недавно выложил Тэхён, не только показывают более интимную и естественную сторону их отношений, но и позволяют нам увидеть, как они искренне наслаждаются временем, проведенным вместе. В клипе их улыбки и взгляды говорят сами за себя. Это не что-то вынужденное или постановочное, это просто связь, которая между ними возникает, когда они находятся вдали от общественного внимания или требований индустрии. Многие фанаты отметили, что видеть Тэхёна и Чингука такими, свободными и счастливыми, было одним из самых прекрасных событий последних месяцев. Это уже не просто предположение или теория, а постоянное доказательство того, что их отношения реальны. Годами они делились мелочами, которые понятны только близким, жестами, рутиной, обычаями, манерой общения и заботой друг о друге. Поэтому то, что СМИ начинают говорить о них более открыто, признавая, насколько особенна их связь, это хороший знак. Это способ подтвердить то, что многие фанаты давно заметили и теперь больше не могут скрывать. Тэхён и Чингук продолжают строить свой путь вместе, каждый по-своему, и каждый новый момент, который они разделяют, это напоминание о том, что настоящая любовь не нуждается в оправданиях или навязанных ярлыках, она просто случается. Многие, особенно Джикуки, продолжают говорить, что агентство заставило Чингука быть с Тэхёном, но стоит только присмотреться, чтобы понять, что эта теория – чушь. Чингуку не нужен никто, кто бы говорил ему, с кем быть, он с Тэхёном, потому что хочет быть с ним, потому что хочет быть с ним, и потому что каждый раз, когда они вместе, становится ясно, что их отношения искренние. И хотя некоторые люди не принимают этого, есть моменты, которые это ясно демонстрируют. Один из них, когда Тэхён сидит на коленях у Чингука. Простой жест, но настолько интимный и уютный, что он говорит сам за себя. Это момент, который до сих пор многие не могут забыть, особенно те, кто хочет отрицать очевидное. Такая близость повторялась бесчисленное количество раз, и теперь, кажется, Тэхён и Чингук готовы продемонстрировать ее друг другу свободнее, чем когда-либо.
Те, кто следил за ними долгое время, помнят, как Чингук искал Тэхёна повсюду, где бы Тэхён ни сидел, Чингук всегда находил его, он всегда подходил, и это было потому, что он хотел быть рядом с ним. Ярким примером является случай, когда он попросил Джей Хоупа немного подвинуться, чтобы он мог сесть рядом с Тэхёном. Эти детали могут показаться незначительными на первый взгляд, но если их повторять снова и снова, они начинают складываться в гораздо большую историю. Эти моменты раскрывают то, что невозможно заставить или выдумать, потребность быть рядом. Чингук и Тэхён вместе не из-за обязательств, имиджа или удобства, они вместе, потому что чувствуют это. Взгляды и прикосновения, которыми они обмениваются, не игра, они все реальны. Это стало еще более очевидно сейчас, когда Чингук прекратил определенные действия, которые сближали его с другими участниками, ситуации, которые, казалось, были больше продиктованы коммерческими или имиджевыми интересами. С тех пор, как эти действия закончились, мы видим гораздо более свободного Чингука, более связанного с Тэхёном. Дело не только в том, чтобы быть вместе перед камерой, дело в том, как они ищут друг друга, где бы они ни были. На протяжении многих лет отношения между Тэхёном и Чингуком оставались неизменными, они не зависели от общественного внимания или решений компании. Это то, что они развивали шаг за шагом, в своем собственном темпе, без необходимости объяснений. И хотя многие люди предпочитают игнорировать то, что перед ними, некоторые из нас умеют читать жесты и понимать, что стоит за повторяющимися взглядами, улыбками, которые появляются, когда другой рядом. Некоторые продолжают отрицать это, цепляясь за пустые теории, но правда в том, что Тэхёну и Чингуку не нужна чья-то защита. Они отстаивают свои права каждый раз, когда выбирают друг друга, и каждый раз, когда они делятся моментом, кажется, что камеры нет, будто они существуют только друг для друга. Тэхён и Чингук были не просто двумя коллегами по группе, которые хорошо ладили, между ними было что-то особенное, что-то, что чувствовалось без слов. Это были не просто случайные жесты или дружеские моменты, это была настоящая, постоянная, почти безмолвная, но очень ясная связь. Когда они были вместе, то, что происходило между ними, никому не приходило в голову, они естественно держались за руки, не оглядываясь по сторонам, иногда они массировали друг другу плечи или спины, словно заранее знали, что нужно другому. Были взгляды, которые затягивались дольше обычного, общее молчание, которое их не беспокоило, и забота друг о друге, которая казалась непривычной. И самое главное, это происходило не только на сцене или перед камерами, это происходило и за кулисами, когда им не полагалось выступать перед кем-либо. Например, за несколько мгновений до концерта, когда все нервничали и были полны энергии, они были там, тихо болтали, подбадривая друг друга, как будто могли читать чувства друг друга без слов. Эти жесты не предназначались для привлечения внимания, но они многое раскрывают о том, что происходит между ними. Мы говорим не об отношениях, основанных на имидже или стратегии, они не для того, чтобы привлекать внимание или оправдывать ожидания. Наоборот, легко увидеть, что то, чем они делятся, не выдумано и не натянуто. Это становится еще более очевидным сейчас, когда Чингук дистанцировался от определенной динамики, когда он казался ближе к остальной группе. Эта ситуация была скорее коммерческой необходимостью, чем подлинной связью. Со всей этой деятельностью позади Чингук кажется другим, свободнее, спокойнее и, самое главное, сблизились с Тэхёном. Не потому, что им нужно что-то доказывать, а потому, что им больше не нужно это скрывать. Не нужно искать грандиозных сцен, чтобы понять, что между ними происходит, важен не один эффектный момент, а последовательность этих мелких деталей. Подобные вещи, если прислушаться, повторяются каждый раз, когда они делят пространство, например, как Чингук устраивается рядом с Тэхёном, словно его тело естественным образом жаждет этой близости, или как Тэхён слегка поворачивает голову, чтобы убедиться, что с Чингуком все в порядке, даже когда они окружены людьми. Есть еще одна их привычка – нежно прикасаться друг к другу не игриво и не для камер, а из потребности в контакте. Это почти автоматически, как будто их тело уже знает, что они чувствуют, еще до того, как они это проявят. Многие фанаты, особенно те, кто внимательно следит за их отношениями и называет себя тэкукерами, давно заметили это, но интересно не только повторение этих жестов, но и эмоциональная рутина, которая сложилась между ними.